17 симптомов гормонального дисбаланса у женщин. Симптом первый. Постоянная усталость. Усталость является одним из наиболее распространенных симптомов гормональных нарушений у женщин. Избыток прогестерона может вызвать сонливость, и если ваша щитовидная железа слишком мало вырабатывает тиреоидного гормона, это истощает силы. Анализы крови, панель щитовидной железы покажут, все ли в порядке с гормональным фоном. Если наблюдается гормональный дисбаланс, тогда потребуется лечение. Симптом 2. Нерегулярные менструации. Большинство женских менструаций случаются один раз в месяц. Цикл варьируется от 21 до 35 дней. Если у вас нет менструации примерно в одно и то же время каждый месяц, или есть задержка месячных в течение нескольких месяцев, это может означать, что у вас слишком много или слишком мало определенных гормонов, например, недостаток эстрогена или переизбыток. Если вы находитесь в возрасте 40-50 лет, причиной нерегулярных месячных может быть пременопауза, время перед наступлением менопаузы. В свою очередь, нерегулярные менструации могут быть симптомом определенных проблем со здоровьем. Например, такое случается при синдроме поликистозных яичников. Симптом 3. Проблемы со сном. Как перед, так и во время менопаузы яичники женщины перестают вырабатывать достаточное количество гормона прогестерона, который отвечает за здоровый сон. Этот симптом очень тревожный знак, поскольку нарушение в его гормональном балансе может вызвать серьезные трудности с засыпанием или самой возможностью уснуть. Низкий эстроген может вызвать приливы во время климакса, а ночью бросает в пот. Симптом 4. Изменение груди. Снижение эстрогена может сделать ткань молочной железы менее плотной. Грудь теряет форму и объем и почти всегда меняется размер. Также могут смещаться соски и появляться припухлости. А если количество эстрогена увеличивается в организме, то ткань становится плотнее, грудь набухшая, иногда появляются уплотнения или кисты. Симптом 5. Проблемы с пищеварением. Пищеварительный канал выслан крошечными клетками, называемыми рецепторами, которые реагируют на эстроген и прогестерон. Когда количество гормонов больше нормы или меньше, вы можете заметить изменения в процессе переваривания пищи. Наверняка многим знакома ситуация, когда из-за сильного волнения начинает крутить живот. Такой эффект возникает из-за гормонального всплеска во время стресса. Исследование Техасского университета показало, что на микрофлору кишечника сильно влияет высокий уровень эстрогена. Другие исследователи обнаружили, что высокие уровни гормонов яичников могут быть причиной судорог и болей в животе. Симптом 6. Выпадение волос. На чрезмерное выпадение волос могут повлиять гормоны щитовидной железы, инсулин или тестостерон. У женщин избыточное количество тестостерона чаще приводит к облысению. Производный тестостерона гормон ДГТ при определенных условиях пытается уничтожить волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос. Симптом 7. Тяга к сахару. Если тяга к сладкому очень сильная, возможно виной тому нарушение обмена инсулина и серотонина. Симптом 8. Прибавка в весе. Например, высокие уровни эстрогена, кортизола, инсулина с низким уровнем тестостерона могут приводить к накапливанию жира на животе. А низкий уровень гормонов щитовидной железы замедляет обмен веществ, что также приводит к увеличению массы тела. Симптом 9. Головные боли. Головные боли и мигрени тесно связаны с выработкой женского гормона эстрогена. Он контролирует процессы, происходящие в головном мозге, которые смягчают или обостряют болевые ощущения. Уменьшение количества эстрогена может привести к появлению головных болей. Вот почему часто головная боль наблюдается перед менструацией или во время нее, когда эстроген на спаде. Симптом 10. Вагинальная сухость. Если вы часто замечаете такую проблему, то причина может быть в низком уровне эстрогена. Если уровень эстрогена падает из-за дисбаланса в организме, то количество влагалищной смазки уменьшается. Симптом 11. Снижение полового влечения. Большинство людей думает, что тестостерон – это только мужской гормон, но женский организм его вырабатывает тоже, и именно этот гормон отвечает за влечение. Если уровень тестостерона ниже, чем обычно, у женщины меньше интереса к сексу. Вас не возбуждают ласки, и вы просто не хотите интимной близости. Симптом 12. Высыпание на лице. Прыщи и проблемная кожа могут быть вызваны гормональными нарушениями.
Избыток андрогенов заставляет сальные железы усиленно работать. Андрогены также влияют на клетки кожи и участки вокруг волосяных фолликулов. Все это закупоривает поры и приводит к появлению акне. С другой стороны, слишком низкий уровень андрогенов приводит к акне по всему телу. Симптом 13. Повышенное потоотделение. Резкая потливость и жар – один из наиболее наглядных признаков, что с гормональным балансом что-то не так. Избыточное потоотделение ночью может свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой, вызванных пере- или недопроизводством серотонина. Примерно 25% женщин серьезно страдают от этого симптома. Правда, у всех он проявляется по-разному. У одних приливы жара обходятся вообще без воды, а другие потеют и очень сильно. Симптом 14. Неконтролируемые приступы голода. Наше тело синтезирует ряд гормонов, которые ответственны за аппетит и чувство голода. Дисбаланс этих гормонов вызывает неконтролируемую тягу к еде. При гормональном сбое у организма не хватает ресурсов, чтобы производить большое количество вторичных гормонов, такие как прогестерон и эстроген. Они-то как раз и отвечают за метаболизм и аппетит. В итоге бесконтрольное поглощение еды и набор веса. Симптом 15. Избыточный рост волос на теле. Это нередко свидетельствует о нарушении функции половых желез. Чаще этот симптом говорит об избыточной выработке тестостерона у женщин. В этом случае обычно происходит повышение жирности кожи, появление угревой сыпи, перхоти. Симптом 16. Рассеянность. Колебания уровня женских половых гормонов, в частности эстрогена и прогестерона, могут приводить к нарушениям памяти и концентрации внимания. Проблемы с концентрацией внимания и памяти особенно распространены в период пременопаузы и непосредственно самой менопаузы. Но они также могут быть симптомом других заболеваний, связанных с гормонами, например, в случае заболевания щитовидной железы. Симптом 17. Перепады настроения, раздражительность. Практически 50% женщин перед наступлением менопаузы имеют нестабильную эмоциональную картинку. Эстроген влияет на гормоны, которые отвечают за настроение – серотонин, дофамин и норадреналин. Женщина может постоянно пребывать в плохом настроении, срываться на окружающих, проявлять агрессию, злобу, которые ей ранее были не свойственны. Как изменить гормональный фон? Первое. Известно, что гормоны вырабатываются во сне после 22 часов при условии, что в комнате закрыты шторы и отсутствует даже минимальное освещение. Так что позаботьтесь о своем сне. Второе. В большинстве случаев можно отрегулировать уровень гормонов, перейдя на здоровое питание и систематические правильно подобранные физические нагрузки. Третье. Некоторые продукты и лекарственные растения содержат фитоэстрогены, которые могут мягко выровнять уровень гормонов в организме.